Привет! С вами Катя и канал Крачка Travel. И сегодня я расскажу, что посмотреть в Далате. По ссылке в описании вы можете бесплатно скачать гайд по Далату, в котором отмечены все точки, а также несколько кафе, в которых нам понравилось. Ну и не будем терять время. Достопримечательности Далата – Вьетнам. Канатная дорога идет от Робин-Хилла до буддийского монастыря. Уже на станции можно посмотреть на город с высоты и сделать забавные фото в специальных фотозонах. Вагончики четырехместные, современные. Путь в 2,5 километра занимает 15 минут. За это время вы успеете полюбоваться Далатом, сосновыми лесами и горами. Канатная дорога приведет вас на территорию буддийского монастыря с красивыми садами, аллеями, прудом с карпом. Здесь очень много интересных и красивых растений. Спуститесь от храма вниз к озеру. Здесь можно прогуляться и поплавать на лодках. Глиняная деревня или глиняный туннель. Это парк под открытым небом, гуляя по которому вы сможете сделать фотографии разными скульптурами. Здесь есть копии архитектурных объектов Далата, транспорт, животные. Есть даже место, посвященное ковиду. В парке находится знаменитая скульптура, которую, возможно, вы уже видели. Это лица влюбленных на воде. Интересно, что парк построен на деньги вьетнамского бизнесмена. И чтобы сделать глину прочной, он провел много экспериментов. И в итоге вывел нужный материал, добавив в состав базальтовый порошок и цемент. А также создал краску, которой не страшны эрозия, солнце, осадки и ветер. Фабрика и музей по производству чая «Улун». По пути к фабрике можно остановиться в чайных плантациях, сделать красивые фотографии, посидеть в одном из кафе и выпить чашечку кофе или чая, а также можно вплотную подойти к ветряным мельницам. Вблизи они, конечно, выглядят впечатляюще. В самом чайном музее вам проведут экскурсию, расскажут о чайных листьях, этапах производства улуна. И, конечно, вы сможете продегустировать пару сортов чая и купить при желании в их магазине. Далат известен своим кофе. Здесь множество плантаций, но мы побывали на одной из самых крупных. И здесь производят особенный кофе из помета зверька лювак. Об этом месте на канале есть видео. Здесь можно взять экскурсию или, как мы, самостоятельно прогуляться по территории. А еще можно зайти в домик, где живут животные, и понаблюдать за ними. Пройдемся по водопадам. Далат знаменит своими водопадами и озерами. Мы посетили 3 из них, и последний, конечно, впечатлил больше всего. Но давайте по порядку. Пангур – красивый каскадный водопад. Он невысокий, 40 метров, но достаточно широкий, 100 метров в длину. Окружен парком и лесом. Слоновий водопад с мощным потоком воды. Вплотную можно подойти через кафе, но есть точка обзора поинтереснее. Рядом есть монастырь со статуей богини милосердия Гуань-инь. Внутрь статуи можно зайти и подняться на самый верх. И тогда из окошка откроется красивый вид на водопад сверху. Ну и третий водопад, который произвел наиболее сильное впечатление – Бао-Дай. Он находится в 60 километрах от Далада. Часть дороги плохая, но это место стоит посетить. Такая мощь потока, что ты стоишь словно под дождем. А дорога к подножию водопада идет через скалы и ущелья. Здесь очень скользко, поэтому будьте аккуратней и обувайте удобную обувь. В солнечную погоду можно увидеть радугу. А еще на территории есть мини-Стоунхендж. Неожиданно, правда? Еще одна визитная карточка Далата – Crazy House. Это музей-отель с изогнутыми формами, лестницами, парящими над крышами, причудливыми лабиринтами, домами в виде дерева. Прогуливаясь, можно заглянуть в номера, если в них никто не остановился. Остались бы в таком на ночку. Интересный факт. Отель построен вьетнамской женщиной-архитектором, которая некоторое время жила в Советском Союзе и при оформлении использовал некоторые элементы из русского фольклора. Музей-галерея, где представлены картины, вышитые вручную шелком. Выглядят они очень реалистично. Ручная вышивка по шелку – древняя вьетнамская традиция, но популярности достигла, когда вышивальщица и художник объединили свое мастерство и создали самую успешную студию в стране.
Сейчас здесь работает больше 3000 мастериц, чьи картины покупают по всему миру. Например, эта картина стоит $2400, а вот это 138 тысяч долларов. Ну, вот такую можно купить за 340. Вообще галерея очень большая, я бы даже сказала нескончаемая. Вы переходите из зала в зал, меняются инсталляции, звуки, темы. Есть отдельные выставки, посвященные войне, дружбе народов, портретной вышивке. В некоторых залах работают вышивальщицы, и вы можете посмотреть, как создаются картины. Очень интересное место, рекомендую к посещению. Храм из стекла Линь-Фуок. Это один из самых красивых храмов, которые я видела. Его начали строить еще в 1949 году на частные пожертвования. Но когда здания были возведены, денег на отделку не было. Тогда монахи украсили его мозаикой из битого стекла и фарфора. Можно даже увидеть части пивных бутылок, кружек. Еще тут есть большая статуя богини. Ее высота 3 метра. И особенность в том, что она полностью сделана из цветов бессмертника. Вы можете зайти в молельный зал. Мы решили последовать за вьетнамцами, которые пошли по периметру зала. И за большой статуей стояла коробка. Оттуда можно взять предсказание или послание, на вьетнамском и перевести. Идя по залу за статуями, можно увидеть медитирующих монахов. Сначала я подумала, что они живые, но это оказались статуи. Храм бесплатный, но вы можете оставить пожертвование. Меня лично очень впечатлило это место. В самом центре города прогуляйтесь вокруг большого озера и загляните на ночной рынок. В отличие от пляжного Вьетнама, тут продаются меховые шапки, пальто, варежки. Все-таки Далат – город вечной весны, и вечерами здесь прохладно. Обязательно попробуйте клубнику и хурму. Все выращено в теплицах Далата. Для развлечения съездите в КДЛ-парк. Здесь помимо красивой территории и парящих качелей можно прокатиться на машинках. Из управления руль и тормоз. Спускайтесь по асфальтированной дорожке. Есть мини-препятствия, туннель. Очень весело. Ну и напоследок я хочу показать вам еще одно удивительное место. Оно находится в 160 километрах от Далата на побережье моря рядом с городом Муйне. И это песчаные дюны. Да, вы не ослышались. Настоящие дюны во Вьетнаме. Здесь можно покататься на квадроциклах, джипах, верблюдах и, конечно, сделать крутой контент. Я перечислила далеко не все. Все остальные локации вы найдете в гайде по ссылке в описании. На этом у меня все. Захотелось ли вам посетить Далат? Пишите в комментариях. А если вы уже здесь были, поделитесь своим опытом и своими впечатлениями. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Пока!